Представьте себе, друзья мои, как с самого раннего детства, еще в школьных учебниках, по телевизору, в документальных фильмах и даже в университетских лекциях нам упорно повторяют одну и ту же заезженную, отполированную до блеска историю. Первое государство в истории человечества — это, конечно же, Шумер. Первые города, первые законы, первые глиняные таблички с письменностью, первые храмы, первые короли и первые настоящие цивилизационные достижения. Все якобы началось именно там, в жаркой Месопотамии, с семитских народов Ближнего Востока. Это удобная, привычная версия, которая удобряет сознание миллионов людей уже больше 100 лет. Но что, если это всего лишь красивая легенда, которая тщательно скрывает гораздо более древнюю, более грандиозную и по-настоящему шокирующую правду? Что, если колыбель всей человеческой цивилизации была совсем в другом месте, и построили ее не те народы, о которых нам так старательно рассказывают? Сегодня в этом аудиорассказе я приглашаю вас в настоящее путешествие во времени. Мы разберем одно из самых сенсационных и одновременно самых замалчиваемых археологических открытий современности. Речь пойдет о древнем городище Чатал-Хююк, настоящем, полноценном городе-государстве наших прямых предков, русов-индоевропейцев. Это не просто какое-то маленькое поселение неолита. Это высокоорганизованная, технологически продвинутая цивилизация, которая существовала за многие тысячи лет до того, как на этих землях вообще появились первые семитские племена. Давайте вместе отбросим все официальные штампы и посмотрим, как все было на самом деле. Пристегнитесь, будет очень интересно. Для начала давайте точно представим, где находится этот уникальный памятник. Вообразите себе центральную часть Малой Азии, на территории современной Турции. Высокогорное плато Анатолии, широкая долина реки Коньи, окруженная величественными горами. Именно здесь, примерно в 34 километрах от древнего города дервишей Конья и в 130 километрах от прекрасного лазурного побережья Средиземного моря, раскинулось это невероятное городище. Современное название Чатал-Хююк чисто турецкое, оно появилось уже в наши дни и ничего не говорит о тех людях, которые здесь жили тысячи лет назад. Турок тогда еще не было даже в проекте. Мы даже не знаем, как сами жители называли свой величественный город. Время безжалостно стерло это знание. Но одно мы знаем абсолютно точно. Расцвет этого места пришелся на совершенно фантастический период. 8000 лет до нашей эры. Да, 8000. Это когда в Европе только-только начинали появляться первые примитивные стоянки охотников-собирателей. А о Шумере, о котором все учебники кричат как о начале всего, не было даже намека. Шумер по сравнению с этим буквально вчерашний день. Площадь древнего городища — целых 13 гектаров. Это огромная, по меркам того времени просто колоссальная территория. Но вот что самое обидное и возмутительное. Серьезные археологические работы успели провести лишь на 4% этой площади. Всего на 4%. Мы даже не можем себе представить, какие потрясающие сокровища, какие революционные открытия, какие новые главы в истории человечества скрываются под остальными 96% Земли. Если бы удалось раскопать хотя бы четверть или треть городища, вся мировая историческая наука, возможно, выглядела бы сегодня совершенно иначе. Но нам, к сожалению, приходится довольствоваться теми крупицами правды, которые удалось спасти от забвения. А теперь давайте поговорим о том, как складывалась судьба этих раскопок. История, честно говоря, не просто печальная, она возмутительная и даже преступная. Как только первые серьезные экспедиции, проводившие вскрытие городища, с полной научной определенностью установили, что перед ними одна из древнейших индоевропейских культур, то есть, по сути, культура наших собственных предков, русов, все мгновенно изменилось. Финансирование было прекращено в один миг, без объяснений. Работы свернули. Точнее, их просто бросили на произвол судьбы. Никто не позаботился даже о самой элементарной консервации раскопа. Уникальный памятник мирового значения, который по всем международным нормам и правилам должен был давно войти в список объектов ЮНЕСКО и охраняться как величайшее культурное достояние всего человечества, остался полностью беззащитным под открытым небом. Представьте себе эту трагическую картину во всех деталях. Проливные дожди Анатолии,
сильные ветры, палящее южное солнце. Раскрытые стены древних святилищ, сложенные из хрупкого сырцового кирпича, медленно оплывают, крошатся, рушатся. Все зарастает сорной травой и кустарником. Ни одного защитного навеса, ни одной временной крыши, ни малейшей охраны. То, что должно было стать гордостью мировой археологии и туристической Меккой, медленно и неотвратимо уничтожается прямо на наших глазах. Почему так произошло? Ответ прост, жесток и предельно циничен одновременно. Потому что находки в Читал-Хьююке категорически не вписываются в ту официальную историческую схему, которую нам навязывают уже больше века. Согласно этой схеме, основателями земной цивилизации и первых государств обязательно должны быть именно семитские этносы Ближнего Востока. А тут совершенно иная, переворачивающая все с ног на голову картина. Определенные очень влиятельные финансовые круги так называемого мирового сообщества, которые не жалеют огромных денег на раскопки и исследования в правильном, удобном для них направлении, наложили на Читал-Хьююк настоящий железный запрет. Турецкое правительство теперь отказывает в выдаче лицензий практически любому исследователю или экспедиции, которая пытается возобновить работы. Научное сообщество в своем большинстве прекрасно понимает, что здесь происходит настоящее чудовищное варварство, но предпочитает хранить молчание. Молчание о том, как один из самых важных памятников планеты медленно погибает. И все-таки, несмотря на все эти запреты, табу, замалчивание и прямое уничтожение, правду уже невозможно полностью спрятать. Сенсационные находки были настолько яркими, настолько ошеломляющими и неопровержимыми, что информация все равно просочилась в научную печать, несмотря на все усилия. Мир узнал о существовании на Ближнем Востоке высочайшей, невероятно развитой индоевропейской культуры, которая процветала за многие тысячи лет до появления там первых семитских племен. Давайте теперь подробно разберем, как именно жили эти наши далекие предки в Читал-Хьююке. Внутри городских стен постоянно проживало до 7000 человек. Это только постоянные жители самого поселения. Скот они не держали внутри города. Для животных были специально устроены большие, хорошо охраняемые загоны далеко за пределами городища. Там же постоянно жили пастухи со своими семьями. А вокруг простирались огромные, тщательно возделанные поля. С учетом всех земледельцев, пастухов и тех, кто работал на земле, общее население легко могло достигать 10 000 человек. Подумайте об этом хорошенько. Полноценный, организованный город-государство с таким количеством жителей, и это за 1000 лет до Шумера. Ранние шумерские города того периода были заметно меньше по размеру и значительно моложе по возрасту. Единственное преступление Читал-Хьююка в глазах официальной исторической науки — это то, что его строили не семиты, а именно русы. Как же они жили, эти наши предки? Они были невероятно практичными, умелыми и заботливыми хозяевами своей земли. Дома они строили очень плотно друг к другу, буквально стена к стене, без единого маленького промежутка или улицы в привычном нам смысле. Весь город представлял собой одну сплошную, огромную, практически неприступную крепость. Внешние стены делали особенно толстыми, прочными и высокими. Чужаку было практически невозможно проникнуть внутрь незамеченным или без боя. Это была гениально продуманная оборонительная система, которая работала безотказно. При первых признаках опасности, а такие сигналы тревоги, безусловно, были отработаны до мелочей, тысячи лучников мгновенно поднимались на плоские крыши домов. Они быстро и организованно перемещались к внешнему краю городища и встречали любого противника настоящим, неудержимым градом стрел. Русы Читала мастерски владели луком, пращой, копьями, дротиками, боевыми топориками и булавами. На сохранившихся до наших дней настенных росписях мы ясно видим, как слаженно, дисциплинированно и эффективно они действовали в бою. Следов разрушительных погромов или массовых разрушений в этом городе почти нет. Дикари-погромщики просто не могли прорваться внутрь. Русы умели защищать своё, и делали это блестяще. В обществе существовало очень чёткое, характерное именно для индоевропейцев социальное расслоение.
Вожди-князья, жрецы-волхвы, профессиональные воины-дружинники и простые земледельцы. Это было настоящее кастовое деление, которое мы позже увидим у многих индоевропейских народов по всему миру. При этом каждый обычный земледелец в случае необходимости мгновенно становился воином большого народного ополчения. А профессиональные дружинники, ближайшее окружение князя, никогда не гнушались работать на земле. Эта прекрасная традиция воина-земледельца дожила до наших дней в казачестве. Яркий, живой пример того, как древние обычаи продолжают жить в нас и сегодня. Вооружение у них было серьезным и продуманным. Под полами жилищ археологи находили целые настоящие клады, сотни и сотни обсидиановых наконечников стрел, копий, дротиков. Обсидиановые боевые ножи — это не просто оружие. Это настоящие произведения древнего искусства. Их рукояти выделывали с особой тщательностью, любовью и мастерством. Обсидиан вообще был одним из важнейших товаров. Русы Читала контролировали торговлю этим ценным материалом на огромные расстояния. Вообще нужно четко понимать одну важнейшую вещь. В период с XII по II тысячелетие до нашей эры вся международная торговля, весь обмен товарами по всей тогдашней Айкумене, то есть по всему известному населенному миру, полностью находилась в руках русов-индоевропейцев. Они были первыми настоящими монополистами и первопроходцами не только в торговле, но и в строительстве, архитектуре, земледелии, скотоводстве, различных ремёслах, воинском деле и технологических новшествах. Ни огромные пространства, ни отсутствие дорог, ни отсутствие транспорта не останавливали их. Они ходили пешком, ездили верхом, плавали на лодках по всей известной тогда земле. Но основой всего, настоящим фундаментом этой блестящей цивилизации оставалось высокоразвитое передовое сельское хозяйство. Регулярные, богатые урожаи позволяли делать большие стратегические запасы на будущее. Это давало людям драгоценное свободное время для других важных занятий — ремёсел, торговли, военного дела, искусства, духовных практик. Русы Читала были блестящими земледельцами и оседлыми скотоводами. Они культивировали целых 22 вида полезных растений. И вот еще одна потрясающая, уникальная деталь, которая подчеркивает уровень их культуры. Впервые в истории человечества в домах появились специальные горшки с декоративными домашними растениями, просто цветами для красоты. Не для еды, не для лекарств, не для практической пользы, а просто чтобы радовать глаз и душу. В сельском хозяйстве они совершили настоящую технологическую революцию. Русы Читала стали первыми в мире ирригаторами. Их поля орошались продуманной, искусно спроектированной системой каналов и канавок. Для неолитической эпохи это было достижением уровня, сравнимого разве что с первыми дорогами, которые построили русы в других местах. И хотя в школьных учебниках и энциклопедиях до сих пор механически повторяют заезженную фразу «цивилизация началась в Шумере», на самом деле она началась здесь, в Читал-Хьююке и в Иерихоне, за многие тысячи лет до появления первых шумерских городов. И основателями этой великой земной цивилизации были именно русы. Русы Читала еще не вступили в полноценный бронзовый век, хотя некоторые серьезные исследователи считают, что именно здесь, в этом городище, могли быть сделаны самые первые шаги металлургии. По окраинам найдены отвалы отработанной медной руды, кусочки шлака, специальные печи, которые вполне могли использоваться для плавки металла. Но 96% территории до сих пор не раскопаны, поэтому мы с нетерпением ждем новых открытий в будущем. Цветные расписные рельефы и потрясающая настенная живопись Читал-Хьююка до сих пор поражает воображение даже современного человека. Такого богатства красок, такого разнообразия сцен, сюжетов и магических символов раньше нигде не находили. Ритуальные изображения, бытовые зарисовки, сложные композиции — все это создает невероятно яркую, живую, объемную картину жизни наших предков. Письменности у них еще не было. Они не оставили нам летописи и хроник. Но по всей совокупности артефактов, традиций, ритуалов, антропологических данных и этнографических параллелей мы с полной научной уверенностью можем сказать, это были русы-индоевропейцы Ближнего Востока.
То, что официальная наука сознательно и целенаправленно замалчивает эти грандиозные достижения наших предков только потому, что они не того происхождения, это не просто научная ошибка или досадный недосмотр. Это настоящее преступление против исторической памяти всего человечества. Более того, это типичный геноцид правды. Геноцид по национальному признаку, только направленный не на живых людей, а на их великую историю и наследие. Почему же до сих пор молчат те самые правозащитники, которые так громко и истерично кричат о правах человека, о толерантности, о борьбе с любыми формами дискриминации и о сохранении культурного наследия? Почему никто не поднимает международный шум по поводу медленного уничтожения этого уникального памятника? Почему никто не требует возобновления раскопок и настоящей охраны? Риторический вопрос. А мы с вами теперь знаем. Знаем правду. И это знание уже никто и никогда не сможет у нас отнять. Чатал-Хьююк — это не просто древние руины под турецким солнцем. Это живое доказательство того, что наши предки стояли у самых истоков всей человеческой цивилизации. И чем больше мы будем говорить об этом, чем чаще будем рассказывать эту историю, тем быстрее официальная история будет вынуждена признать то, что уже невозможно скрыть или уничтожить. Спасибо, что были со мной в этом долгом и увлекательном путешествии в наше настоящее прошлое. Если вам понравилось, если вы почувствовали гордость за своих предков, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, включайте колокольчик и обязательно пишите в комментариях. Хотите ли вы услышать продолжение о других великих, забытых и замалчиваемых городах русов, которые официальная наука предпочитает не замечать? До новых встреч на волнах настоящей, неподдельной истории. Мы продолжим.